Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, это неприятное, хотя и абсолютно ожидаемое обновление по судебным делам для победителей DV 2021. Дело в том, что вчера, в последний день, когда это было возможно, государственные ответчики подали апелляцию на судебное решение от 9 сентября 2021 года. Ознакомиться с этим решением, если не знаете, о чем речь, или освежить память, если за 2 месяца уже подзабыли, сможете в нашем видео, подсказка на которой сейчас появится вот здесь и в описании. Но сегодня я коротко объясню, зачем была подана апелляция, как это может отразиться даже на победителях текущей программы DV 2022 и что ждать от ГО еще в ближайшее время. Апелляцию на судебное постановление подали 8 ноября, ровно через 60 дней из 60 возможных по закону. В этом плане у ГО все стабильно, они делают все, что в их силах, лишь бы затянуть процесс на подольше, вместо того, чтобы содействовать решению проблемы. Но сразу хочу напомнить, что судебное решение от 9 сентября – это не решение по поводу резервирования виз для истцов, которое было вынесено 30 сентября. Однако не стоит расслабляться, потому что я уверена, что и до него дойдут руки государственных ответчиков, скорее всего, в последний возможный для этого день. Итак, апелляция подана, и давайте разберемся, зачем это ГО-вам. В постановлении судьи от 9 сентября речь идет о том, что суд признает незаконность политики невыдачи виз и необоснованное затягивание рассмотрения заявок победителей DV 2021. Но что важнее, суд признает незаконность введения многоуровневой приоритизации, которая поставила рассмотрение DV виз в самый конец списка, несмотря на то, что это единственные визы, возможность получения которых четко ограничена временными рамками. Именно поэтому, я думаю, апелляция и была подана. И давайте подумаем, почему. За уже прошедшие годы судебных разбирательств по DV 2020 и DV 2021 стало предельно ясно, что задача сперва администрации Трампа, а теперь администрации Байдена всеми силами противодействовать законной иммиграции по всем фронтам. И решение о введении многоуровневой приоритизации, которое может задвинуть подальше и даже уничтожить некоторые способы иммиграции в целом, очень важный механизм. Просто так отказываться от него они не собираются, и если апелляция подана, скорее всего, это означает, что в 2022 году они планируют пользоваться ней снова. Так что следить за этим процессом очень важно и для победителей DV 2022, чтобы понимать, какие подарки от Госдепа ждут всех и в этом году. Подача апелляции затягивает судебное разбирательство, и теперь по регламенту и вторая сторона, и судья должны ее рассматривать и подавать встречное заявление в установленные сроки. Пока это никак не влияет на судебное решение по резервированию виз, но я уверена, что и до них ответчики доберутся, как я уже и говорила, в последний из возможных дней, а значит в конце ноября. И если это случится, то естественно определение срока выдачи виз и сама их выдача может затянуться еще на более длительный период. Но давайте не загадывать наперед и просто следить за ситуацией. Ссылки на все судебные ордеры и на апелляцию, а вместе с ними ссылки на все видео относительно решения судов вы, как всегда, найдете в описании под этим видео и в нашем телеграм-канале. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.